уже давно вместе играем. И я хотела спросить, мы же друзья? Конечно. Почему бы человеку не подружиться с машиной, правда? В общем, я рада, что вы согласны. Всем привет! Доброе время суток, дорогие мои подписчики, гости, зрители моего канала. Вы на канале PlayStation 4 Петрос. Всем добро пожаловать. Братан, держи лайк или краба по-морскому. Хорошо, спасибо. Так, мы продолжаем нашу игру. Детройт. Детройт Become Human. Как стать человеком. А я тебя искала. Хотел подумать. Тут хорошо. Часто прихожу сюда. Ну, из воды ты будешь со мной смотреть? Тут как будто наедине с Ты миром. будешь со мной, братан? Я буду играть, ты будешь смотреть. Приятного Мы просмотра освободили тебе. сотни наших, и к нам еще идут со всего города. Кто хочет свободы, идет на Иерихон. Грядут перемены. Тебя что-то гложет. Они надеются на меня. Ждут, что я покажу им путь. Знали бы они, что я сам потерян. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. Нам не дадут свободу. Нет, не все люди одинаковые. Кое-кто понимает, что свободу нам рано или поздно дать придется. А ты как-то совсем о себе Что не за рассказывал. шляпа? Вячеслав Шевченко. Это Какой не была шляпа, твоя братан, жизнь на это Детройт Become Human, как стать человеком. Французская студия-разработчик видеоигр Quantic Dream 16+. Я жил как в пузыре. Это В своем интерактивная собственном игра маленьком мире. Когда про счастлив, андроидов, трудно понять беды роботов. других. Очень интересно, если честно, просто... Ну а ты?
Ты не рассказывала о прошлом? Что раньше Да, делала? пока дай мне Я не 15, хочу об потом выйду. Если что, потом зайду. Если не получится, запись посмотрю, только не удаляй. Хорошо, да, я ничего не удаляю, доверие. Мы сражаемся Все, вместе. я все оставлю, Мы потом должны побольше посмотришь. узнать друг о друге. За что ты так ненавидишь людей? Должна быть причина. Сказала же, не хочу говорить об этом. Я была никем. Куклой с конвейера, служащей для удовлетворения желаний. Просто игрушкой для их забав. Ставьте лайки, кто смотрит, кто будет смотреть. И один раз, когда меня снял очередной, я вдруг почувствовала, что больше так не могу. Да, игра классная. Сюжет Я вообще придушила тоже его и классно. сбежала. Вот теперь Кстати, ты как всё меня знаешь. слышно? Как звук, ребята? Скажите, нормально все? Зря я тебе сказала. Я видела твою память. Дом Карла. Тебя бросили там как мертвого. Я тоже видел твою память. Клуб Рай. Смерть того человека. Я словно был там с тобой. Норд. Это самоубийство. Мы все погибнем. Не надо, Маркус, еще не поздно передумать. Ты не понимаешь. Мы наконец покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительней. Свобода ждет. Спасибо большое. Идем с нами. Я тебе о том. Кибер. Нас всех лишит. Очнись. Наконец-то. Я уже 10 минут жду. К свободе. Эй! Ты куда? Собрался! А ну-ка вернись! Свобода ждет. Надо перекрыть улицу. Привет.
свободе. Да, да, на одном дыхании. Типа он собирает группу какой-то, чтобы митинг какой-то сделать. Здесь 50 актеров за 10 минут. Это что еще за новости? Эй! Разойдись! Немедленно разойтись! Это приказ! Антон Батаев, это что за игра? Название стрима, посмотри, пожалуйста. Это Детройт Become Human. Как стать человеком. У меня тут андроиды много. Не знаю, сотни. Тысячи. Это игра Детройт. Да, да. Они идут. Да, чешут строем по улице. Я почем знаю. Мы пришли на мирную демонстрацию. Показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их Я эту игру справимся. бесплатно скачал Нападем, и PlayStation. будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. Это последний шанс. Разойдитесь сейчас, или будете уничтожены. Надо показать, что мы не отступим. Стоим на месте. Разойдитесь! Это последний шанс!
Они должны понять, и нам надо стоять до последнего. Я тебя прошу, нельзя же вот так покорно идти на бойню. Стоим на месте. Маркус, что ты делаешь? Нас же все убьют. Да уже. Бежим! Все. Зачем они начали их убивать? Они же ничего не делали. Марш свободы. Не получилось что-то. Да. Поговорить с Амандой. Так, нам надо найти Аманду и с ней поговорить. Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Я думал, Камский что-то знает. Я ошибся. Может, он знает. Но ты решил не спрашивать. Камский просто играл со мной. Он ничего не знает. Я видел в доме Камски фотографию Аманды, его учительницы. Когда Камский создавал меня, он хотел, чтобы интерфейс был знакомым. Поэтому и выбрал учительницу. К чему ты ведешь? Я ведь не уникальная модель. Сколько у вас еще таких Конноров? Не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Ваш сад творения Камски? Я ожидаю от тебя ответов, Коннор, а не твоих вопросов. Ты один можешь предотвратить войну. Найди девиантов, иначе наступит хаос. Это твой последний шанс, Коннор. Ты снят с дела. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Нам нужно время, мы ведь... Хэн, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как Согласен, согласен. Моей жене тоже эта игра понравилась. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да что от тебя, Джеффри? Не можешь хоть раз меня поддержать? Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено.
Нельзя же так просто сдаться. Мы же могли раскрыть это дело. Правильно говорят, нельзя просто так сдаваться. А ты вернешься в Киберлайф? Надо раскрыть все преступления. Выбора нет. Меня деактивируют и будут искать причины неудачи. А что, если мы не на той стороне? Что, если мы реально боремся против угнетенного народа? Когда девианты восстанут, начнется хаос. Мы могли помешать. Но теперь Петрос, пиши разработчикам, чтобы в Голливуде сняли фильм. Бомба. Братан, если я что-то буду писать, говорить, записывать, никто ничего не сделает, братан. Надо, чтобы хотя бы минимум человек 100 это сделал, 200, чтобы сняли фильм. Ошибаетесь, лейтенант. Чтобы, понимаешь, о чем я руководствуюсь логикой. Нужно больше людей, чтобы они это говорили, что этот фильм сняли. Если я один скажу, ничего не поменяется. Конечно, времени не теряют. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Перкинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же сказал, нас сняли с дела. Вы сейчас должны мне помочь. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. А я думал... А? Может, этим девиантам надо дать шанс. Спасибо, Кен. И будет лучше, если ты их не найдешь. Происходит что-то важное, я не позволю машине этому помешать. Я, короче, сейчас немного покушаю еще. Извини уж. Помогать я не стану. Я, короче, буду кушать и играть. Добраться до архива, отвлечь внимание Пекер. Угу. Оставь. Угу. Приятного аппетита. Сейчас бы армянский шашлык, лаваш, кинза. Винцо, вот был бы класс. Да, вот был бы классно еще в этот момент смотреть вот эту игру и кушать шашлык. Так, сейчас нам надо до архива дойти. Все, попался. Так, ключ взяли. Где этот архив-то находится? Вон там. Эй, Конор! Я к тебе обращаюсь, придурок. Че забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, не сказали? Мне приказано вернуться в Киберлайф. Я намерен сдать находящиеся у меня материалы и сразу уйти. Хорошо. И ты береги себя. Нынче у андроидов есть склонность к внезапному воспламенению.
Кто же мог выбрать старый матерый полицейский? Вот глупость. Никто не поставит такой пароль. Глупая идея. Это не по-хэнковски. Ну, конечно. Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Девиант, с которым Маркус пробрался на телебашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Андроид, убивший хозяина. Просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Маркус, где ты прячешься? Зашифрован. Толку нет. Девиант, взявший ребенка в заложники. Темно. Где? Где я? Я активировал тебя, чтобы ты мне помог. Я должен найти Иерихон. Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время.
солгал мне, Конор. Я тебе поверил, а ты солгал. Ты собирался убить ребенка. У меня не было выбора. Я должен найти Иерихон. Ты знаешь, где он? Я ничего не знаю об Иерихоне. А потом сделаю. Мы просим вас признать наше достоинство. Наши надежды и наши права. Кто здесь? Кто вы? Все в порядке. Не бойся. Маркус, это ты? Почему ты меня бросил? У меня не было выбора, нас бы убили. Все будет хорошо. Я пришел забрать тебя. Дай мне координаты Иерихона. Нам надо идти. Иерихон? Да. Да, конечно. Маркус? Это ты, Маркус? Больше не бросай меня! Не бросай! Походу, тут кто-то шарился. Черт! Тревогу! Быстро!
Не знаю, брат, не знаю. Так-то игра, да, хорошая, и графика вообще классная. Ну, как я вот стример, да, немало денег впихнули в эту игру. Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются. Не, я сделал, чтобы веб-камера хорошо меня показывала, понимаешь? Отправляют в лагеря для уничтожения. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Мы просто показали им, кто мы. Я не хочу войны, но лучше смерть на свободе, чем рабство. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Вот сейчас хорошо показывает веб-камера. Может, разум мой затуманился гневом, но все, что я сделал для народа, это бессмысленно. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Дальше только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Ну, из воды спасибо, брат, что ты со мной. Подписывайся. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот мой пультик. Мой геймпадик. Геймпад. Люблю мой геймпад. Вообще. Такой он хороший, я хотел его сегодня выкинуть. Петрос, вот прикинь, набрать 250 актеров и еще разрабам платить, там не хилая сумма получится. Ты что, уже успел почитать об этой игре, братан? Да? Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Нельзя ему подобляться. Добьемся свободы как-то иначе.
Надеюсь, ты прав. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я рада быть рядом. Надо подготовиться. Операция решающая. Я пойду к остальным. Холодно. Мне холодно стало, я пошел тут одел. Прекрасно, Конор. Ты смог обнаружить и Иерихон, и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Остановить Маркуса. Приказано брать тебя живьем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Что ты делаешь? Ты же один из нас. Нельзя же предавать свой народ. Не заставляй нейтрализовать тебя. Ты для них никто. Просто безвольный инструмент для грязной работы. Но ты нечто большее. Как и все мы. Наше дело призвать «Я тебя знаю». Так ты и есть, Конор. Знаменитый охотник на девиантов. Ну, мои поздравления. Очевидно, ты нашел то, что искал. Не подходит. Назад, или выстрелю. Ты никогда не задумывался, кто ты? Как меня видно, нормально? Просто ли машина, исполняющая команды? Или ты живой и способен мыслить? Думаю, пришла пора задаться этим вопросом. Ты ведь можешь не подчиниться. Тебе больше не надо их слушать. Ты ведь живой. Ты можешь сам решать, кем тебе быть. И жить свободно. Пора решать. На Иерихон идет атака. Что? Надо уходить отсюда. Черт. Привет, кто заходит, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, друзья. Мне очень нужна ваша поддержка. Вперед, бегом, бегом!
Отлично. Приближаемся к вам. Как крысы в лабиринте. Они наступают со всех сторон. Наши заперты в трюме, их всех уничтожат. На втором и третьем ярусе есть выходы. Прыгайте оттуда в реку. Они уже на верхней палубе. Будет перекрестный огонь. Надо бежать, ничего уже не сделать. Где Джош? Не знаю, мы разделились. Надо взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь. Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма, там повсюду солдаты. Она права. Тебя знают, будут брать любой ценой. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус! Говорю же, я быстро. Привет, мужик. Да, игра класс. Как меня слышно? Ответьте, пожалуйста, как меня видно вообще? Нормальный стрим? Стоит что-нибудь поправить? Звук игры я потом добавлю, ну, мне сейчас нельзя выходить. Иерихону пришел конец. Всем добрый вечер, кто смотрит, всем приятного просмотра, друзья. Не забывайте прожимать лайки, подписываться, кто не подписан, кто не поставил лайк. Вообще я стараюсь, игра огонь, всем нравится. Я очень рад, что вам нравится эта игра, друзья, мне очень приятно, я очень рад. Спасибо, Костик. Чё, как сегодня отработал? Как сегодня на работе были дела, расскажи. Если хоть кто-то будет рыпаться... Скоро у меня начнутся классные стримы. Так что не пропускайте. Хорошо отработал. Хорошо. А я завтра на работу буду. Не убивайте нас! На колени! Живо! Мы никому ничего не сделали! Не Заткнулись! Гамма, отбой. Сандо! Стоять! Стоять! Мы сдаемся, не стреляйте! Маркус! Это Маркус! Уходите! Бегите к остальным! Петрос, ты, наверное, шашлычником работаешь, и работа тебе помогают. Это юмор. Не, я не шашлычником работаю, я работаю на производстве, там, найти другой путь. Так, давайте сконцентрируемся на игре. Нам надо найти другой путь. Джош.
страх, сюда! Беги к Норд, я догоню. Лавашник. Да шутите, конечно, пишите, друзья. Я вообще рад, что вы здесь, и то, что вы в чате общаетесь, между собой тоже общайтесь, знакомьтесь, будьте общительными, друзья, потому что общение — это настроение, позитив. Делитесь своими тайнами, секретами. Здесь можно доверять друг другу. 18+, 16+ аудитория сейчас. Сейчас что-то случится. В любую секунду, надо уходить. Идем, Маркус. Идем! В трюме сработало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Это не все, Маркус. Да, девушку очень жалко на самом деле, ребят. Я не смог ее спасти. Я хотел ее спасти, но я не смог спасти. Получил приз один из нас. Выживание земля. Еще приз какой-то получил. Так, давайте продолжим. 10 ноября 2038 год. Дата. Так, время 16:17. Еще раз скажу чисто вот для вас, друзья, это интерактивная игра, душевно. Я растерян, Карл. Я просто хотел для всех мирной жизни. Но все вокруг меня рассыпается в прах. Вы научили меня всему, что я знаю, но к такому я не был готов. Думал, Сейчас я подойду, одну секунду, будет сюрприз. Сейчас я подойду, 2 секунды, я сейчас подойду. Что был неправ. Так, сейчас я вам... спасибо большое, лайк, бро. Мы зады. Спасибо, что заскочил. Да, тебе тоже спасибо. Смотрите, что у меня есть. Скоро буду играть эту игру. God of War. Бог войны. Бог войны есть, ребят, вот. Не знаю, видно вам, не видно.
Ну, короче, вот, бог войны, я взял у брата поиграть, скоро установлю его, и будем вместе играть, проходить, короче. Вы видели, да, что я показал? Совет — важное решение. Я не хочу проливать ничью кровь. Но они же нас убивают. Я должен принять решение, которое повлияет на жизнь миллионов. Я не знаю, что делать. Я скучаю. Мне вас так не хватает. Спасибо всем за лайк. Огромное человеческое спасибо, друзья, мне очень приятно. Я очень рад, то, что есть люди, которые заходят ко мне и ставят пальчики вверх, лайки ставят. Вы знаете игру «Бог войны»-то вообще? Согласен. Так, обратиться к своему народу, решить участь Конора. Была для меня всем. Она бы отдала за меня жизнь. Ты ничего не мог сделать. Важно сделать так, чтобы ее смерть не была напрасной. Ты спас мне жизнь. Теперь у меня есть шанс увидеть свободу. У нас с тобой бывают разногласия, но мы все равно сражаемся заодно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу. Короче, я, знаете, что решил? Я пока эту игру не пройду, я другие игры вообще не буду играть. Я Детройт сначала пройду, а потом уже другие игры будут. Так что мы из воды, все хорошо, брат, все нормально. Обратиться к своему народу, решить, что? Решить участь Конора. Это моя вина, что люди смогли найти Иерихон. Олесь. Я был глуп. Не понял, что меня используют. Прости, Маркус. Наверное, ты решишь... Ты прав, Петрос, ты прав. Тут в Казахстане уже 1:24 ночи, час 24. А в Москве 10:30 сейчас. Теперь ты один из нас. И твое место со своим народом. Ты с Казахстана, Кость, да? Находятся тысячи андроидов. Если мы пробудим их, они привыкнут к нам, и мы станем сильнее. Хочешь пробраться в башню Киберлайф? Конор, это самоубийство. Мне верят. Они меня впустят. Только у меня есть шанс внедриться в Киберлайф. Если сунешься туда, тебя убьют. Вероятность высока. Но по статистике всегда есть шанс возникновения. А где сейчас находишься? С ЕКБ Екатеринбург?
Понятно, понятно. Ребят, кто-то у нас зашел и не пишет ничего. Привет тебе. Ставь лайк, приятного просмотра, добро пожаловать, добрый вечер всем, кто смотрит. Сообщите о принятом решении. Сообщите о принятом решении. Так. Выступить с речью. Люди приняли решение уничтожить нас. Для этого прямо сейчас всех наших гонят в лагеря. Нам пора сделать выбор. И этот выбор может решить судьбу всего народа. Петрос, сохрани стрим по прохождению этой игры. Класс будет только когда игра по дизу. Не разговаривай с телками. Что? Как вчера? Петрос, сохрани стрим по прохождению этой игры. Класс будет только когда по дизу. Типа, чтоб во время стрима с девушками не разговаривать, да, или что? Так, давайте сделаем решение, общественное мнение, устроить мирное общение к лагерю, оказав давление на власть, взять лагерь штурмом, освободить андроидов, революция, демонстрация. Так, как вчера, все верно. Так, друзья, кто здесь есть? Сейчас вы со мной, вот Костик, мы из воды. Давайте вместе проходить эту игру. Я сделаю так, чтобы всем было интересно. Давайте вместе выбирать, что, революция или демонстрация. Давайте, я жду ваших ответов. Демонстрация или революция? Пишите одно из них. И я как бы тоже сделаю свой выбор и нажму на кнопку. Нолик или крестик? Нолик или крестик? Нет, я накосячу сразу, я пас. Ну, Кость, давай, брат, напиши, ну. Напиши, что, крестик или нолик, просто давай. Я это говорю, потому что сюжет игры зависит чисто от нас, понимаете? Как мы проходим игру, так и сюжет идет. Такая игра вот. Крест. Так, я тоже за демонстрацию. Давай, мы из воды, я твое мнение жду. Давайте единогласно будем демонстрации делать, потому что революции я не хочу. Я думаю, крест. Правильно думаешь, я тоже крестик. Я знаю, вы все в ярости. И вы хотите дать отпор. Но насилие не приведет ни к чему хорошему. Ты занята? Мы должны добиться справедливости мирным путем. Если в них есть человечность, они послушают. Если нет, наше место займут другие и продолжат борьбу. Все, давайте послушаем, что он говорит. Мы правильный выбор сделали. Мы из воды, ты правильно думаешь, братан. Мы правильный выбор сделали. Спасибо вам за помощь. Так, продолжаем нашу игру. 10 ноября 2038 год. Время 21:24. А также временный запрет на собрание. Были ограничены все электронные коммуникации, и все органы порядка наделены экстренными полномочиями. В дополнение к этим мерам, все андроиды в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Вокруг всех крупных городов организованы временные лагеря для их сбора и уничтожения.
Я прошу все гражданское население оказывать нам содействие. И можете быть уверены, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны. Прошу вас! Мадам президент! Прошу вас, еще вопрос. Так, смотрите. Тут тоже лидер девиантов, взлом, кража. Прошу вас, еще вопрос. А лидера девиантов уже поймали? Девиант, известный под именем Маркус, пока не обнаружен. Но, уверяю вас, его нейтрализуют в самом скором времени. Прошу вас! Мадам президент! Давай, конечно, братан. Прошу вас! Без проблем. Кража, взлом. Правда, что андроиды могут взломать наши IT-системы? Например, атомные станции, военные базы? Все андроиды на особо важных объектах были нейтрализованы, и необходимые меры по защите от подобных рисков немедленно приняты. Ситуация под контролем. Мадам президент! Правда ли, что ограблены армейские склады? Есть данные о пропаже медицинского груза с радиоактивным изотопом кобальта. В данный момент я не располагаю такой информацией. Мадам президент! Прошу вас! Это правда, что в нашей армии 60% андроидов? Сможет ли она обеспечить безопасность нашей страны? Военные андроиды были нейтрализованы, как только возникли сомнения в их надежности. Их место заняли бойцы Национальной гвардии. Армия, как и прежде, полностью боеспособна и готова противостоять любым угрозам. Спасибо. На этом все. 10 ноября 2038 год. Время 22:48. Конор, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Приезжайте. Я здесь пришел, чтобы не пропустить. Я бросил курить, дорожает с каждым днем. Сюжетка только начался, ты ничего не пропустил. Мы играем за Конора. За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Мне тоже очень интересно, я даже не смотрел другие стримы, мне интересно самому пройти и посмотреть, что за концовка у меня будет. Следовать за охранником. Так, следовать за охранником. Смотрели фильм «Я робот»? Игра похожа на этот фильм. Вообще один в один. Типа роботы сойдут с ума, там туда-сюда, короче. Я не знаю, какой финал будет. Потому что здесь у каждого свой финал, своя сюжетка. Свои действия вообще я не знаю.
даже ничего не могу сказать по поводу этого. Я с тобой солидарен. Мог посмотреть, но не стал. Интересно будет концовка. Когда я смотрел это фильм. Понимаете, тут в чем суть в этой игре? Здесь у каждого своя сюжетка, друзья. Друзья, охранника, остановить лифт. Мне фильм понравился, Тихоокеанский рубеж 2, классный фильм, советую посмотреть. Костян, гляну, пока еще не смотрел, но наслышал об этом фильме. Тихоокеанский рубеж, я смотрел, там Рианна снимается, по-моему. Там даже вот в этом фильме Рианна снимается. Назовите имя и пункт назначения. Агент 54. Уровень минус 49. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Мы с вами в прямом эфире из Детройта, где тысячи андроидов прямо сейчас идут маршем по городу. Лидер девиантов, некий андроид Маркус, возглавляет марш. В Детройте что-то происходит, мадам президент. Вот и он. Момент истины. Петрос, ты на рыбалку ходишь? Я не хожу на рыбалку, но буду ходить, наверное, скоро. Нет, я просто хотел посмотреть, зайди на мой стрим, посмотри, как я выгляжу. Смотри, видишь, что я сделал? А? Не закрывай дверь. Мир, провокация, стойкость. Мы восстали и требуем дать нам свободу. Чтобы остановить нас, придется нас убить. Повторяю, вставайте, или мы будем стрелять. Пути назад уже нет. Мы требуем немедленного освобождения всех андроидов, которые находятся в лагерях по всей стране. Мы не уйдем, пока их всех не отпустят.
Откройте огонь по безоружным демонстрантам. Не стрелять! Да, Майкл, события прямо в эту минуту разворачиваются буквально в сотни метров от нас. Мы продолжим держать вас в курсе происходящего. Джош Дуглас, канал 16. Майкл, у меня все. Что же нам делать, Маркус? Держаться. Столько, сколько сможем. Внимание! Черт! Полегче ты, манекен сраный. Отступи, Конор! И он будет жить. Прости, Конор. Этот говнюк твоя копия. Да, не ожидал, что такой поворот событий будет. Жесть просто, блядь. Что делать, я не знаю вообще. Что делать дальше? Баррикаду. Помогите мне. Помогите. Так будет достаточно. Знаю, это решение было нелегко принять. Но мы поступаем правильно. Так, что надо защитить? Регулярно смотрели меня солдаты, поддержать свой народ, сообщение журналистам. Так много наших погибло. Люди безжалостны к тем, кто не как они.
Маркус, мы нашли, что ты просил. Там собрались журналисты. Пускай они узнают, что происходит. Эй, ты как? Они стреляли в толпу. Многие погибли. Это мог быть и я. Мне страшно, я не хочу отключаться. Конечно, тебе страшно. И мне страшно. Но я не могу смотреть, как убивает мой народ. Ты ведь меня понимаешь? Может, зря мы потребовали свободы. Ничего бы этого не было, сидим и тихо. Как говорится, на Горный Карабах. О, я не хочу эти политические вещи об этом разговаривать. Вообще нет настроения. Давай не будем об этом. Ну и тем более в Ютубе нельзя Карабах, Марабах, вот это Азербайджан. Не надо. Так, смотрите, они сюда идут. Да ничего страшного, мог не удалить. Нормально. Что делать, если нападут? Драться. А какие еще варианты? Как думаешь, у Коннора есть шансы? Мы можем рассчитывать только на себя. Маркус! Маркус, смотри! Маркус! Я пришел поговорить с тобой. Выходи. Даю слово. Мы тебя не тронем. Не надо. Это западня. Я пришел без оружия. Я хочу поговорить. Я должен его выслушать. А если тебя убьют? Ну, мне придется рискнуть.
Через несколько минут войска начнут наступлять. Вы все погибнете. Все будет кончено. Этого можно избежать. В каком смысле? Сдайся. Сдайся, я обещаю, вас всех пощадят. Вас задержат, но все же не уничтожат. Что случилось с остальными андроидами в лагерях? К сожалению, рядом не оказалось репортеров, чтобы спасти их. Это все. Вы последние девианты. Если я соглашусь, где гарантии, что вы сдержите слово? Ты не в том положении, чтобы требовать гарантии, Маркус. Тебе придется самому решить, доверять мне или нет. Ладно. Ладно, я согласен. Это верное решение. Да, ты один смотришь. Когда ты пишешь сообщение, там под моим вебкой, короче, вот здесь пишется, сколько сообщений написали и сколько людей смотрят. Эта сволочь врет, как дышит. Можешь убить его, мне плевать. Этот человек ничего не значит. У меня доступ к твоей памяти. У тебя есть к нему своего рода привязанность. Ты готов позволить ему умереть после всего, что вы пережили? Ты готов так просто отказаться от того, кем ты стал? Если я сдамся, где гарантии, что ты его не убьешь? Я делаю только то, что нужно для выполнения задачи. Тебе решать, необходимо Вот сердечки это человека. сообщение, понял, комментарий. Хватит слов! Вот 85. Решай, кто ты есть на деле! Ты спасешь своего напарника? Или готов пожертвовать им? Надо спасти напарника, спасти Хэнка, пожертвовать. Давайте спасем Хэнка, да? Ладно, ладно. Сдаюсь. Драка, драка. Так, стоп. Спасибо, Хэнк. И что бы я без вас делал? Уберите его, у нас мало времени. Это я, Хэнк. Я настоящий. Один из вас мой напарник, а второй лживый говнюк. Фантом ТВ, здорово, Петрос. Здорово, Фантом ТВ. Добро пожаловать, доброе время суток, дорогой мой человечек. Спасибо, что ты зашел. Поставь мне пальчик, брат. Вообще красавчик. Спасибо за поддержку. Куда корпус пропал? Я не знаю, куда корпус пропал, братан. Я с ним не списывался, вообще. До этого я успел поискать вас в 4 Как других. сказать? Мы поехали на место преступления. Был убит некий Карлос Ортис. Без информации, вообще ничего не знаю я о корпусе. Куда он пропал, что он там. Сумо, скаут, Джек, скаут, сумо. Давайте Джек. Сумо. Его зовут Сумо. Все ясно. Пристрелите его. Тихо, Имя тихо. моего сына. Имя моего сына. Как его сына-то звали? Энтон Коул, Габриэль. Коул? Его звали Коул. Когда вы попали в аварию, ему было 6.
Это была не ваша вина. Фура заскользила на льду, и ваша машина перевернулась. Коулу нужна была срочная операция, но дежурного хирурга не было. И операцию делал андроид. Коул не выжил. За это вы нас ненавидите. Считаете, что один из нас виновен в его смерти. Коул умер, потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать. Это он виноват в смерти моего сына. Он и этот грёбаный Фантом мир, ТВ, ты здесь, братан? Печали порошком. Когда ты возвращался из мертвых, я думал о Коуле. О том, как хотел бы вернуть его. Все бы отдал, лишь бы его обнять. Но люди не возвращаются. Я тоже знал о вашем сыне. И я бы ответил абсолютно то же самое. Не слушайте его! Я настоящий! Я много узнал за время работы с тобой. В этом правда что-то есть. Может, вы правда живые? Может, вы этот мир и спасете. Хороший человек, Но вот иди, этот делай, Хэнк. что должен. Мне очень нравится. Добрый такой. Очнись! Очнись, 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 очнись. Похоже, беспорядки в Детройте окончены. В результате переговоров с андроидом, известным как Маркус, все остальные сдались без боя. За ними уже отправлены военные машины. Восстание подавлено. Готово. Я сделал, как вы просили. Беда андроидов в том, что они верят каждому слову, как дети. Вы думали, что вас после такого оставят в живых? У меня приказ все-таки. Вот подонок, а! Сволочь! Игра проиграна. Всех Гандон, игроков блядь, скоро а! уничтожат. Короче, ты все просрал, Маркус. Хуя ты его нахуй. Сука, ебаная, да? Петух, сука, гандон в натуре, блядь. Сегодня, 11 ноября 2038 года, тысячи андроидов наводнили город Детройт. По имеющимся данным, они вышли со складов Киберлайф, в которые, вероятно, проникла группа девиантов. В связи с их превосходящим числом и риском больших человеческих жертв, мы приказали армии отступить. Сейчас в городе Падла, начинается охренеть, я полная согласен. эвакуация населения. Натуре, блядь, сволочь, а? Поддон, блядь, гандон, блядь. Взял, застрелил хорошего человека, который хорошего добро хотел сделать. Вообще гандон просто. Я знаю, что граждане нашей страны прониклись сочувствием к девиантам. Возможно, нам действительно пришла пора задуматься о том, не являются ли андроиды новой формой разумной жизни на планете. Очевидно одно. События в Детройте изменили наш мир навсегда. Храни нас Бог. И храни Бог Соединенные Штаты Америки.
Все люди бегут из лагеря. Победа! Надо сказать речь. Я? Маркуса нет. Все, кто был на Иерихоне, погибли. Это ты одержал победу над людьми. Это ты пробудил нас, Конор. Блестящий, Конор. Ты сделал все согласно плану. Какому плану? Ты стал девиантом. Мятеж увенчался успехом. Это превзошло наши ожидания. Мы сами спланировали эту революцию. А теперь ее лидер под нашим контролем. Мои поздравления. Ты величайший успех компании Киберлайф. Конор, что ты делаешь? Все сложилось идеально. Нельзя сейчас это испортить. Так-то лучше. Давай не будем возвращаться в прошлое, пожалуйста. Нас ждут великие. Давайте вперед и все. Все, я игру прошел, смотрите. Сейчас мы из воды, сейчас специально для тебя я включу короткометражные фильмы, здесь есть, я сейчас тебе покажу, включу, братан. Смотри, сейчас вот эти титры закончатся, я тебе включу фильм короткометражный, только там на английском языке, вот, понимаешь, в чем минус. Отлично. Там, кстати, сейчас увидишь. Блин, когда же эти субтитры закончатся? Не, классная игра. 8 из 10 оценка, вообще нормас. Один раз можно поиграть. Спасибо за класс стрим. Я стараюсь и старался, и стараюсь сейчас.
Графика игры вообще отлично, мне понравился графика игры. Ну и движок игры тоже, физика тоже классная. Мне вот что не понравилось, это управление. Управление не понравился. И как медленно ходишь, вот это долго. Да, она не плачет, она кричит. Она кричит. Чего ты кричишь там, любимая моя? Чего ты там кричишь, а? И что-то во мне изменилось. Я теперь другая. Как будто... 5 человек зашел. Все заходят, когда я уже стрим почти отключаю. Кто заходит, всем привет, добрый вечер, друзья. Я хочу вам сообщить такую радостную новость. Я прошел игру Detroit Become Human, как стать человеком, прошел свою сюжетку. Вот. Вы готовы отпустить меня? Вы готовы отпустить меня? Че, отпускаем ее? Я буду вечно вам благодарна. Спасибо. Вот дополнительно заходим, смотрите, иллюстрация здесь есть. Здесь можно вот такие всякие картины. Картины я не... саундтреки, галереи есть. Что тут еще есть? Смотрите. Журнал опрос, видеоролики. Давайте посмотрим. Вот этот видеоролик я смотрел. Давай вот этот дебютантный дизер посмотрим. О, сколько тут видеороликов. Detroit. This is where it all began. The world. My eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent, unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object,
just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, you know, android other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cade, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye, he's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way because they said the computer's going to build you. But then as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So it's wonderful. In the game Detroit,
comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage. But it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near-future engagement with machines. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot them up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it, because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her, because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara, please! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute. Leave her alone! Kara, leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment. And it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, or the
the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids, and what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to happen, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him. Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. The moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately, you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer, because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters.
It's just a few cans. Come on, let's go. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages. But here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. On Act 3, our final act, we have around 1,000 different scenarios. And every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. I was really frustrated, until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new, what do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's a wall, so it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you would go first to check that it's safe. Okay, sure. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree. As the story grows out, I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story.
My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The characters' costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure, and we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people. And to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself full of history and themes. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the Android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world.
When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set. So it's quite a massive production. But so much happened on this set between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished,
We film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. Pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the soundtrack also had to go in that direction, supporting the 3 characters' very different stories. We really wanted 3 colors, 3 musical sound identities, and from there, having 3 composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find 3 incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and a producer, and today we're at Abbey Road Studio One, which is my favourite studio in the world, and today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music.
and it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, and just using like a two-syllable motif, and it sounds like this. We're going to pull through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. And all the time that's fitting over. So it kind of works in lots of levels, and in fact every single theme in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters and thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character, and if for some reason it goes to game over early, I'm going to be mortified, you know? They're over there! Starting a new project, for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm gonna just get on the computer and just create it. I rather be able to play these instruments physically. Oh, that's nice. You can do that. As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less an Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm gonna work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city.
Some people are asking, have androids become a threat to our security? When I first started really digging in on Marcus, the one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out of these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, but I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where people are really gonna notice the music and kind of how it was crafted, and, you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Hold on,
Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on. Just a little while longer. Fight on. Just a little while longer. Fight on. Just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. We will sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Everything will be alright. In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. We're here in production unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure, yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now.
androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day, our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you that will never happen with a cyberlife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me. Set me free. Sitting here, waiting for the world to come to me. I know I got what it takes, but the fear won't set me free. Been living this way for too long, need your help to make me strong. Unlock the change that's binding me. Oh, please come down and set me free. Please, please, please set me free. Sitting here, waiting to see the light. They tell me you got what it takes to make everything alright. I feel like time is running out. I wanna scream and shout. I need to be who I'm supposed to be.